Привет всем любителям акварели. Это видео является первым в марафоне «Облака акварелью». И прежде чем начать работу непосредственно с рисунком, мы поговорим немножко о цвете. Эти цвета плюс-минус будут использоваться почти во всех работах, не считая закатного неба. Я рекомендую всегда, если вы не уверены в цветах, которые вы будете использовать, подбирать цвета заранее, поскольку на акварельной бумаге исправлять что-то и бесконечно там смешивать цвета, это чревато тем, что у нас образуется грязь. Поэтому давайте подберем цвета заранее. Обычно цвета, которые я использую в облаках, в тех частях, где такие теневые, это такой сиреневатый, немножко уходящий в голубизну цвет. Использовать чистый фиолетовый, особенно фиолетовый от Невской палитры, я не рекомендую. Он очень ненатуральный. Очень удачно в облаках смотрится ультрамарин. А дальше уже есть вариации, с чем его смешать для того, чтобы он был не вот такой вот чистый синий, а более, так сказать, сероватый, более какой-то дымчатый. Плюс еще у ультрамарина есть вот это свойство грануляции, поэтому он тоже, оно придает такой какой-то дымки облакам. Недавно разбирала видео по новым цветам от Невской палитры, которые относятся к серии дымки, и там как раз тоже все цвета содержат ультрамарин в составе. Так вот, что я вам предлагаю? Поэкспериментируйте с красно-оранжевыми оттенками, которые у вас есть. Очень хорошее сочетание ультрамарин, кадмий оранжевый. Вот оно у меня первое. Второе сочетание — это ультрамарин. У меня это цвет такой красно-коричневый, честно говоря, не помню, как он называется, он давно у меня лежит. И второй цвет там более красноватый оттенок, это тициановый у меня. Ну вот, как вы видите, первый цвет получается такой серо-синий, в зависимости от того, какая там будет пропорция. Средний цвет с коричневым более плотный, более темный получается, с более красным получается более фиолетовый. И там уже в зависимости от того, какой оттенок вы хотите иметь, по итогу можно попробовать либо что-то потемнее, либо что-то более сиреневатое. Вот в зависимости от этого вы для себя самостоятельно и подберите цвет. Если вам нужно что-то более фиолетовое, берите более красные цвета. С оранжевым нужно быть осторожнее, потому что некоторые оранжевые цвета уже уходят в зелень. Ну, зелень в облаках в дневной день как будто не очень симпатично смотрится. И вот то, что я делаю снизу сейчас, это цвет, который я буду использовать в горах. Первый референс у нас с горами, и там такие еще осенние горы. И, как вы видите, это цвета те же самые, то есть тот же самый ультрамарин, тот же самый кадмий оранжевый. Там будут как бы горы в дымке, то есть за счет плотности воздуха, такой некой голубой дымки, они будут голубоватых оттенков, поэтому можно использовать все те же цвета, которые мы используем в облаках. То есть цветов совсем не нужно очень много. Даже в пейзаже, где будет цветное небо, вы увидите, что там тоже не так много цветов. Намечаю себе горы. Карандаш не очень видно через камеру, но ориентируйтесь по референсу. И я рекомендую делать линии очень-очень легкими. И потом в процессе рисования акварелью, может быть, больше даже ориентируйтесь на то, как двигается краска и как у вас идет мазок, потому что, может быть, это будет даже интереснее, когда мы очень зациклены внутри карандашного наброска, работа получается более такой сухой, и даже иногда мы ради того, чтобы попасть в этот карандаш, немножко можем замучивать ее. А здесь, когда мы чуть-чуть даем себе свободу для импровизации, у нас
получаются более легкие, более свободные работы. Я рисую на бумаге хлопок Малевич. Бумага у меня закреплена на планшете малярным скотчем полностью по периметру. Это позволяет ей не так сильно коробиться, и потому что работать с облаками мы будем по-мокрому, так они получаются легкими и воздушными, и такой получается неповторимый интересный эффект. И сейчас я смачиваю водой равномерно всю область, которую у меня будет занимать небо. Думая про облака, не забывайте про перспективу. Представляете себе то, что выше над нами, ближе к нам, оно всегда будет более крупное. Иногда бывает такое, что крупные облака собираются у горизонта, но если вы хотите все-таки продемонстрировать вот такую глубину и даль, лучше ориентироваться по форме на то, что ближе к нам, то есть над нами, над горизонтом будут более крупные формы, а дальше от нас они будут более узкие, и расстояние между ними будет более близкое. Для неба я смешиваю цвета ультрамарин и ФЦ голубой или ярко-голубая она еще называется в палитре, потому что ультрамарин, он часто собирается прям совсем в грануляцию и бывает немножко не тот, такой более фиолетовый оттенок дает. Голубой его немножко так освежает и делает более ярким. Мне нравятся вот такие более яркие оттенки в небе. И сейчас я добавляю именно те участки, где у меня будет небо, то есть где облаков не будет. Добавляю это на смоченную, на мокрую бумагу. То есть вот видите, я добавила 2 пятна, даже 3 на передний план и более тонкие такими полосами ближе к горизонту. Причем облака, точнее небо и облака, которые ближе к нам, над нами находятся, они будут по насыщенности более теплые. То, что уходит дальше к горизонту, более светлое, более такое не такая яркая контрастность. То есть то, что уходит дальше, то, что туда дальше к горизонту, чтобы получилось вот этот воздух, такая глубина, иллюзия пространства на нашем листе, нам нужно сделать то, что вот вдалеке там дальше, более бледным и светлым. Вначале мы подбирали цвета, и вот сейчас я использую кадмий-оранжевый и ультрамарин в смеси. Делайте поправку на то, что акварель немного бледнеет при высыхании. То, насколько она бледнеет, часто зависит от бумаги, поэтому хорошо бы, если вы уже знакомы со своей бумагой и понимаете, насколько сильно она побледнеет. Я заполняю моим серо-синим оттенком участки, которые занимают облака, при этом оставляю небольшой промежуток. Если бумага подсыхает, удобно пользоваться пульверизатором для того, чтобы краска продолжала распределяться равномерно. При этом в каких-то местах, если вам не хватило голубого цвета, его все еще можно добавить. То есть можно еще какие-то участки заполнить именно чистым синим цветом неба, если вам кажется, что облаков у вас стало мало. Здесь такой ключевой момент, что нужно для того, чтобы передать такой эффект свечения в облаках, нужно оставлять промежутки. Причем вот эта смесь ультрамарин, кадмий, оранжевый и многие другие цвета в смеси с ультрамарином, все дымки, вот эта серия дымок построена на этом, они по мокрой бумаге распределяются неравномерно. То есть ультрамарин остается стоять на месте, а второй цвет, вот оранжеватый, он вытекает вперед. И это тоже добавляет дополнительного такого эффекта какого-то воздушности и немножко даже свечения. Облака могут быть как такие, вот этот темный цвет в облаках, он может быть как практически ровный,
так и более кучерявые. Вот ниже облака я стараюсь сделать более кучерявым. Для этого я оставляю внутри самого этого облака еще просветы белого цвета. Причем, когда вы делаете эти просветы, еще немножко держите в голове, что краска утечет чуть дальше, чем вы ее поставили. Так как мы работаем по мокрому, у нее еще остается пространство течь. И вот это пространство, то, насколько далеко она утечет, оно тоже зависит от того, какая у вас бумага. На хлопке часто как бы краска стоит меньше. И тоже хлопок бывает тоже разный. В каком-то она очень быстро расползается, в каком-то она погружается внутрь, и там внутри расползается. Можно, если у вас получилось прям очень много где-то цвета, или он получился каким-то очень плоским, некрасивым пятном, можно его немножко подсобрать, немножко под такими массирующими движениями кисточкой собрать цвет. При этом лист можно наклонять в зависимости от того, как вы хотите, какой эффект. То есть не все можно двигать прям-таки вот краской, можно какие-то моменты, точнее, не все можно двигать кисточкой, а какие-то моменты можно дать краске самой растекаться, просто вот наблюдая. В этой работе лучше, конечно, если вы вот сейчас сначала смотрите, а потом вы уже будете рисовать самостоятельно, потому что здесь нужно быть во взаимодействии вот с вашим процессом, который происходит на бумаге. Он происходит постоянно, то есть краска постоянно движется, и нужно постоянно с ней взаимодействовать, наблюдать, где добавить, где убавить. И ключевые моменты, как я уже сказала, вот обратите внимание, что более яркий цвет ближе к нам и чуть более светлый, постепенно он становится к горизонту. Добавлять цвет можно только пока бумага влажная. Когда она начинает уже подсыхать, нужно в какой-то момент остановиться, потому что если вы не остановитесь, уже начнет появляться грязь. То есть в таком состоянии подсыхания вы начинаете не добавлять пигмент, а как бы сбивать его наоборот. Поэтому вот уже в какой-то момент что получилось, то получилось. Работа по мокрому, она всегда требует некоторые тренировки, и это нормально, что может с первого раза не получиться тот эффект, который вы хотите. Здесь по вашему желанию можно дождаться, пока небо высохнет, и потом начать рисовать горы. Можно начать рисовать сразу, но тогда имейте в виду, что будут небольшие подтеки в горах. Меня это не пугает, я люблю такой эффект спонтанности, поэтому и не люблю ждать. Вот, поэтому я рисую сразу. На хлопке не очень сильно растекается краска, плюс уже она уже начинает подсыхать, то есть здесь очень сильно ничего никуда не утекает. И цвет для дальней горы я беру вот это тот же замес, который у нас был ультрамарин, кадмий оранжевый, просто здесь меньше кадмия оранжевого, больше ультрамарина. Я там где-то добавляю чуть больше красного, потому что у меня кадмий оранжевый не Невской палитры, а фирмы Ван Гог, и он больше уходит в зелень иногда, и мне это не очень нравится. А вот на переднем плане делаю более теплый оттенок, то есть там в пропорции больше оранжевого, чем ультрамарина. И это, ну, как бы чуть, такая полоска чуть ближе, вот она такая темная. И здесь тоже как бы можно ждать, пока каждый отдельный слой высохнет. Можно пробовать делать сразу, но тогда, если вам хватает нервов на то, чтобы смотреть, как краска течет, куда вы не запланировали, тогда можно делать так. Я немножко наклоняю лист, чтобы краска как раз текла вниз, а не вверх, чтобы горы не утекали вниз на небо, а стекали сами на себя. Для того, чтобы создать эффект такой дымки в горах, мы сначала рисуем верхний контур,
а потом просто водичкой размываем нижний контур. Тогда получится такой эффект некоторой туманности по нижней части. Вот я сейчас прям сильно наклоняю, чтобы немножко там дать. У меня в двух местах образуются такие подтеки, потому что там волной как раз пошла бумага от большого количества воды. И я там даю краске немножко больше потечь вниз. Опять это тот же ультрамарин, кадмий оранжевый, просто более плотный, еще более плотный на переднем плане. И совсем передний план там будет уже чистая охра. Вот этот темно-синий, я предполагала, что там уже просматриваются какие-то оранжевые деревья, то есть это вот такое осенние горы, и вот эти точки это как бы имитация такого осеннего леса. Оранжевая краска, то есть новые вот эти пятнышки, они немножко расталкивают синий пигмент, а в то же время как бы синий пигмент остается вокруг, как такие тени от деревьев, то есть наверху такие получаются пятнышки более светлые. Если этого не хватает, можно еще попробовать водичкой покапать. Вода тоже немножко расталкивает. И уже такой получается не однородный эффект, а немножко смешанной такой текстурой. Вот. Ну и на передний план я добавляю охру. Смотрите, как красиво, интересно вытекает нижний слой. Там было много краски. Ну и пусть он так, он как бы мне так и нужно. Там изначально на референсе на переднем плане была высокая трава. То есть мне так и хочется, чтобы вот эта граница охры и вот этого темного участка леса, она не была четкой, ровной, а была более такой мохнатой, что ли. Вот. И тут еще тоже немножко капаю оранжевого цвета для того, чтобы как будто бы какие-то кустики или какую-то растительность передать. И лист наклоняю в нужном мне направлении. Здесь нужно контролировать, чтобы дальше, чем нужно, он не утек. Лишний цвет немножко можно подсмывать, если его много получилось. Не бойтесь импровизировать. Иногда вот такая спонтанность, научиться спонтанности, это, мне кажется, очень ценно в акварели, потому что рисовать как бы по шагам, когда каждый шаг понятен и предсказуем, это очень такой, не то чтобы я хочу обесценить, что это может каждый, но такие работы как будто бы по ощущениям более скучные. Работы, в которых чувствуется движение краски, чувствуются подтеки, они производят больше впечатления, и сохранить эффект спонтанности — это очень ценно. Вот уметь принять происходящее. Здесь такая немножко философская история о том, чтобы вот принимать то, что происходит. Я немножко подсушиваю всю эту историю феном. Причем феном тоже можно направлять куда-то еще движение краски, особенно если у вас фен, как у меня, с довольно сильным напором. Мне иногда даже это мешает, потому что как будто бы он слишком сильно толкает куда-то краску. Ну, вот такие вот какая-то эффект растительности на переднем плане получился. И, в общем-то, работа закончила. Чуть больше 20 минут с подбором краски у нас получилось. Я рекомендую вам обязательно не расстраиваться, если у вас не получилось с первого раза. Это
технический прием, как езда на велосипеде. То есть технические приемы обязательно нужно тренировать по нескольку раз. Попробуйте на разные бумаги. И не усложняйте себе рисунок, а пробуйте изначально отрабатывать какие-то приемы. То есть можно даже вот горы внизу не рисовать вообще, а просто отработать небо, там, ну, каким-то пару мазков добавить для того, что у нас внизу. Ну, немножко еще я в конце по сухому добавляю полосочек, каких-то намеков на веточки и на травинки. Пока я это делаю, поставьте лайк этому видео. Я буду очень рада увидеть ваши работы. Ссылки на мои соцсети есть в описании под видео, либо в описании канала. У нас впереди еще 4 видео с разными облаками. Желаю вам получить огромное удовольствие от процесса работы с акварелью, потому что это действительно большое наслаждение работы с этой краской. Пишите в комментариях под видео, легко ли вам далась эта работа, получается ли у вас импровизировать. Если вам нравятся мои видео и вы хотите поддержать канал, вы можете подписаться на меня на Boosty или Patreon. Там вы найдете еще больше уроков. На этом я буду с вами прощаться. До встречи в следующем видео. Пока-пока.